Всем салют! Сегодняшнее видео будет посвящено герою Шаман. Этот герой не пользуется особой популярностью у игроков, но в последнее время немножечко изменилась ситуация, так как у нас была усилена фракция стихии, да, добавился юнит. Туда водный элементаль, да, вот это наш лор стихии. Потом сейчас очень активно стали использовать стрекоз, которые тоже играют от маг-атаки, да, соответственно, приоритеты немножко изменились, и шаман начал очень хорошо себя показывать, да, вот топовые игроки стали его использовать и на арене, и так в боях они стали появляться. До этого как бы очень редко можно было встретить шамана, и кто-то вообще использовал как основным героем. Вот. Сейчас все изменилось. Поэтому если вы хотите использовать шамана, да, то есть нужно опять же смотреть, как вы будете его использовать. Есть несколько вариантов, да, то есть если, как сейчас стало популярно в ближнем бое, да, то есть ставить стрекоз, одну-две, здесь просто не хватает харизмы, чтобы показать, да, варианты сборки. Ну, их можно посмотреть на арене у топовых игроков. Чуть позже покажу, да, соответственно, ставят две стрекозы, ставят водного элементаля, джина, вот, ставят или королеву, там, в зависимости от, ну, харизмы, или же двух водных элементалей, соответственно, очень хорошо сейчас стрекозы, да, которые высасывают души, и которые их трудно убить, потому что их убиваешь один раз, они в следующий ход возрождаются, соответственно, их убивать еще раз надо. Продлевает как бы бой, затягивает. Шаман, он как бы игрок может на дальней дистанции играть, соответственно, чем дольше бой, тем ему лучше. Он будет использовать магию, у него есть тотемы, опять же, он довольно-таки сильно зависит от тотемов, вот, какие выпадут, да, здесь тоже трудно выбирать таланты, ну не то, что трудно, но есть своя специфика. Вот, можно играть как бы по старой схеме от дальних юнитов, да, то есть использование стрелковых юнитов, вернее, дальнего боя, с использованием ледяного лорда, соответственно, такой вариант. Если харизмы больше, то можно использовать там два стека королев, которые тоже очень трудно убить, да, тоже опять же можно сюда вставить и тех же стрекоз, чтобы они тоже затягивали бой, воровали души, соответственно, если будете играть через ледяного лорда и стреляющих дальних юнитов, да, вам будут немножко нужны другие таланты. Талант у шамана основной дает нам 15% жизни, что делает его как бы незаменимым представителем любой мобилизации, да, то есть если у вас нету сильного шамана, нужно иметь какую-то куклу ставить, чтобы получать в мобилизацию общий баф 15% жизни. Очень необходимо. То есть, ну, это опять я рекомендовал бы. Также таланты, да, то есть если смотреть, если мы будем использовать шамана с ледяным лордом и дальними войсками, да, войсками дальнего боя, то можно брать подстрекательство, кражу душ можно брать. Соответственно, харизма и сопротивление должны быть, да, чтобы наши войска ходили по 2 раза, имели шанс, или, по крайней мере, не пропускали свои ходы, и это не влекло к поражению. И сопротивление, да, чтобы герой, использующий, сейчас очень много ультующих героев, да, применяется, соответственно, нам нужно от этого тоже защищаться. Поэтому сопротивление тоже необходимо. Можно брать ослабление, чтобы срезать жизни, да, у нас будет большая разница в жизнях. То есть у шамана не очень сильные магические заклинания, как таковые, но при этом, если мы снизим жизни, они там наносят урон неплохой. Тем более, если мы играем через кражу душ, используем стрекоз, у нас постоянно души, у нас есть тотемы, которые там начинают очень много бед приносить для соперника, да, увеличивают нам урон, вызывают соперника на себя, да, с тотем насмешки, что заставляет себя атаковать, лечат тотемы. Очень такая специфическая, интересная тема. Можно попробовать играть через молчанку. Ну, я сильно сомневаюсь, что это довольно-таки эффективно будет у шамана. Можно жизни поставить, да, то есть, чтобы увеличить жизни, попробовать играть через золотого дракона, поставить тотем
поставить талант на жизни, и у нас будет свой талант жизни. Здесь нам дадут 30% жизни, родной талант 15%. И золотой дракон дает нам и бонус от щита, и сам увеличить жизни. Вот, это если играть там через ближний бой, к примеру. Вот, можно играть через искусство силы, да, тоже опять же с новыми водными элементалями, да, то есть они очень много дамага вносят. Соответственно, с искусства силы тоже может пригодиться. Вот. Можно брать отвлечение, тоже оно увеличивает количество душ, которые нужно сопернику для того, чтобы применять свои активные навыки. Да, у нас есть, если у вас будет, вы используете 2 стрекозы, которые постоянно воруют душу у соперника, ему будет не хватать, он не сможет активные навыки использовать, и это поможет вам в бою. То есть нужно сочетание, смотреть от того, какую вы будете использовать тактику боя, и подбирать под это таланты. Вот. Ну, навыки у него там ничего сверхъестественного нету, да, тотем, который ставит, который зарабатывает один из 3, да, то есть или силу, или лечение, или же насмешку, да, заставляет атаковать тотем соперников. Есть навык, который заряжает тотем раз в ход. Соответственно, если мы используем стрекозы, очень быстро он набирает и заряжает. У нас на второй ход может быть уже 2 тотема использоваться. Соответственно, тоже очень важно. И лечит 1 стек. Или же наносит урон врагу, да, то есть наш имеется тотем. Он может зарядить, который полечит, или же увеличить нашу силу. Ну, а навык наносит урон врагам, да, то есть коэффициент урона небольшой, 50, но в принципе довольно-таки полезная вещь. Здесь у нас ультует по 3, тоже коэффициент урона 85, невысокий, но урон вливает хороший, да, здесь у нас пассивно увеличивается жизнь у тотемов. То есть это актуально, да, если тотем насмешки, который начинает бить, чем больше у него жизни, тем сложнее его убить. Соответственно, иногда там несколько ходов может соперник потратить именно на тотем, не нанося урон вашим войскам, что приведет, конечно, к вашей победе. Вот. По зверям. Звери, да, которых можно использовать здесь, уже все зависит от того, как вы играете. Если вы играете без доната, то возможно использование таких вот стандартных зверей, как Кирин, который будет наносить урон сопернику, а также воровать души, что позволяет применять активные навыки вам. Также можно использовать громовой дракон, у которого ветка, если вы используете ледяного лорда, да, и войска дальнего боя, здесь у него ветка усиливающая, войска дальнего боя наносит тоже урон в начале каждого хода, и соответственно еще есть шанс, что войска, по которым он ударил, да, промахнуться, тоже поможет вам в бою. Вот это если использовать там недонатных героев. Вот. Можно использовать из донатных, так сказать, да, то есть использовать снежного ребенка, да, который высокий шанс заморозить один из стеков соперника, да, то есть у вас сработал тотем насмешки, его идут бить, 1 стек заморожен, да, то есть у вас идет как бы численное превосходство, и вы идете к победе. Ну, можно использовать разных зверей, да, я видел с крыльями смерти, чем они актуальны, тем, что они могут поднять огров, да, то есть после смерти, ну, если пройдет прокаст, и вы убиваете стек проклятый, появляются огры, усиливающие ваши войска, отвлекающие на себя соперников, юниты, да, и позволяющие вам тоже победить. Тоже неплохо работает. Вот. Можно использовать и голема, который обладает, ну, повышает защитные свойства, да, и позволяет нам затягивать бой. Все упирается от того, какие у вас возможности и как вы ведете бой. То есть, поэтому герой у нас довольно-таки все равно интересный, просто
как говорится, не все умеют его готовить. Вот Бонд очень хорошо его применяет, у него очень сильный шаман, да, то есть вот даже в бой против Горги, которая, вот сейчас мы посмотрим, у которой есть преимущество по стихиям, вот 50%, да, и все равно это ему не помогает. Здесь вот новый тоже у нас получается юнит, зверь применен, тотем у нас выпал, тотем лечения сразу, вот. Мы видим, стрекозы летят, воруют души, ходят по несколько раз, да, соответственно, у него 14%, 14 морали, да, а вот здесь 24, ну тоже тут без молчанки играет, да, то есть не использует навык молчанки ни справа, ни слева. Имеется в виду у героя, когда ставят и зверю ставят, используют именно более другие таланты. И вот мы видим, какой урон высокий именно у стихийных элементалей, да, которые обладают, да, там очень высокий урон и сила. Соответственно, у них еще пассивные навыки. Вот у нас тут все тотемы заработали. Лечат, отвлекают на себя. И плюс еще увеличивают урон, да, силу. И еще и машинку можно поставить, которая будет помогать нам в бою. Поэтому используйте, применяйте. Очень интересный герой. Сейчас он стал очень актуален. И стал, как говорится, нагибать. На этом все. Всем спасибо.